Дорогие друзья, приглашаю вас связать интересную красивую ленту. Крючок 1,4, пряжа у меня 100% мерсеризованный хлопок, 169 метров в 50 граммах. И давайте посмотрим на нашу ленту. Научимся сегодня мы с вами вязать вот такую потрясающую ленту. Я выполнила более длинный образец и более короткий. Можно использовать как отдельный мотив в ирландском кружеве или просто для декора. Смотрится нежно, красиво, великолепно. И можно выполнить в качестве ленты. То есть это как нижнюю часть, да, изделия можно выполнить. Можно выполнить полностью полотно из таких лент. Вот так красиво и аккуратно смотрится. Узнаем, как выполнить первый мотив и как присоединить мотивы вот в таком порядке за счет, ну, скажем так, в начале ряда присоединения рассмотрим и в конце ряда рассмотрим присоединение. Все очень подробно на моем мастер-классе. Подписывайтесь, пишите в комментариях, что у вас получилось. И приступим к работе. Начинаем выполнение первого сегмента с 10 воздушных петель, замкнутых кольцом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я ввожу крючок в первую воздушную петелечку, выполняю соединительную и могу приступить к выполнению следующего ряда. Следующий ряд у меня это первый ряд, в общем-то, будет. Это столбики с накидом. Один столбик я заменяю 3 воздушными петелечками подъема. Далее накид на крючок, ввожу крючок в колечко и буду выполнять 19 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее, пока не будет всего 19 столбиков с накидом. Я завершаю выполнение первого ряда. Это у меня столбики с накидом. Ввожу крючок в третью воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. Напоминаю, я выполнила 19 столбиков с накидом, и 20 столбик у меня заменился 3 петелечками подъема. И приступим к выполнению второго ряда. 1, 2, 3, 4 петли подъема, которые заменяют столбик с 2 накидами. Далее 2 петли арки, 2 накида на крючок. И в каждую вершинку я буду провязывать по столбику с 2 накидами. Здесь все очень просто. Столбик с 2 накидами, далее арочка из 2 воздушных, и в следующую вершинку опять столбик с 2 накидами. Вот таким образом. 2 воздушные и столбик с 2 накидами. Так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. И завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я завершаю выполнение второго ряда. После того, как выполнила 2 воздушные, ввожу крючок 1, 2, 3 в 4-ю воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. Это второй ряд, и я могу приступить к выполнению третьего ряда. Под арочку я ввожу крючок, выполняю соединительную. Далее 2 воздушные петли подъема, накид на крючок, и буду выполнять 2 столбика с накидом с общей вершинкой. 1, 2 и общая вершинка. Далее у меня арочка из 3 воздушных. 1, 2, 3. И теперь я буду под следующую арочку выполнять 3 столбика с накидом с общей вершинкой. 1, 2, 3. Общая вершинка. 1, 2, 3. И опять же 3 столбика с общей вершинкой. Немножко побыстрее буду. 1,
2, 3, общая вершинка, и не забываем арочку из 3 воздушных. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда, выполняем 3-й круговой ряд. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение кругового 3-го ряда. После того, как я выполнила арочку, ввожу крючок в вершинку. Обратите внимание, я захватываю, видите, вот все 3 нити. Выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. Напоминаю, это 3-й ряд. И мы можем приступить к выполнению 4-го ряда. Следующие ряды у меня 4-й, ну и последующие будут идти поворотные. И приступим. Я под арочку ввожу крючок, выполняю соединительную. Далее у меня 3 воздушные петли подъема, которые заменяют столбик с накидом. И очень внимательно я под эту арочку выполняю 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. И далее под каждую арочку я выполняю по 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. И так я буду провязывать 10 раз. То есть под 10 арочек. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Выполняйте. И далее я продолжу выполнение вместе с вами. Здесь вы выполняете самостоятельно. Мы с вами выполнили наши столбики над арочками. Напоминаю, нужно было выполнить 10 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мы с вами выполнили все верно, проверили себя. И далее, как я и говорила, мы выполняем поворотные ряды и мы выполняем следующий поворотный ряд. Я выполняю 3 петли подъема. 1, 2, 3. И работу разворачиваю. Далее 2 накида на крючок. Ввожу крючок в первую вершинку. Выполняю незавершенный столбик с 2 накидами. Первый. И в эту же вершинку выполняю столбик с 2 накидами, незавершенный второй. Общая вершинка. Далее арочка из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. 2 накида на крючок. И теперь смотрите, я пропускаю 1, 2, 3 вершинки, в 4-ю ввожу крючок и буду провязывать 3 столбика с 2 накидами, с общей вершинкой и общим основанием. Пучок такой из 3 столбиков. Выполняем второй, это у нас столбик, и 3-й незавершенный. И общая вершинка. Далее опять арочка из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида, пропускаю 1, 2, 3 вершинки, в 4-ю ввожу крючок и выполняю то же самое. Выполняем первый столбик с 2 накидами незавершенный, второй и 3-й. Общая вершинка, арочка из 5 воздушных и так далее. Так я буду выполнять до конца моего ряда, в этом случае вот здесь. И завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы завершаем выполнение нашего поворотного ряда. 2 накида на крючок, пропускаем 1, 2, 3 вершинки. И смотрите, вот наша петелечка подъема, которая идет сразу после вершинки, это 3-я петля подъема. Мы будем в нее провязывать точно такие же столбики. Первый незавершенный, второй
и третий. Общая вершинка. И прежде чем продолжить, мы с вами смотрим, что у нас получилось. Мы находимся на изнаночной стороне. Видите, я специально ниточку не убирала. И теперь я переворачиваю на лицевую сторону. И мы будем выполнять следующий поворотный ряд. Но обращаю ваше внимание, смотрите, это наш с вами первый сегментик идет, к которому потом все будет крепиться. И вот на готовой ленте я вам покажу, чтобы было красиво и аккуратно, мы будем именно с краю выполнять пико. В этом случае пико будет с этой стороны одно, здесь пико не будет. Видите, потому что дальше будет крепиться следующий сегмент. Это нужно учитывать. То есть вот наш сегмент, видите, да, который первый будет идти. И значит, вначале мы с вами пико не выполняем, а будем выполнять только в конце. И приступим к работе. Мы с вами вводим крючок под арку, выполняем соединительную. Далее выполняем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Они у нас заменяют один столбик с накидом. И далее под арочку я провязываю 4 столбика с накидом. 1, 2, 3 и 4. Выполнили. Над последним столбиком выполняю пико из 3 воздушных. Арочка из 3 воздушных, ввожу крючок в вершинку, вот таким образом захватываю за 2 нити, выполняю соединительную. Мое пико готово. И я продолжаю. Под следующую арочку выполняю 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. И опять пико из 3 воздушных. Выполнили. Далее накид, и под следующую арочку то же самое. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. 1, 2 и так далее. Так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Напоминаю, в конце ряда мы выполним пико. Вы выполняете самостоятельно, а завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами выполнили наш ряд самостоятельно. Я завершаю выполнение нашего ряда. После того, как выполнила столбики с накидом, я выполняю пико из 3 воздушных. Все, мой мотив завершен. Ниточку можно обрезать. И давайте еще раз посмотрим, что у нас получается. Напоминаю, пико у нас с вами только с одной стороны, с другой стороны пико нету. И далее мы с вами будем выполнять точно такой же мотив круговыми рядами. То есть мы выполним все 3 круговых ряда. Далее мы будем присоединять один мотив к другому и продолжать выполнение. То есть мы с вами, вот давайте я покажу уже на готовом. Вот мотив мы с вами выполнили, первый сегмент, да, вот нашей ленты. И теперь мы будем выполнять 3 ряда самостоятельно, все точно так же, как и здесь, то есть все 3 круговых ряда мы выполняем самостоятельно. А поворотные ряды я буду выполнять вместе с вами, и при этом мы будем присоединять один мотив к другому. И будем смотреть, что у нас будет с вами получаться. Как мы с вами договаривались, вот наш первый мотив. Видим, да, вот пико, будем ориентироваться. Присоединение будем вести к этой части. Выполнили 3 круговых ряда. Обязательно смотрим, чтобы у нас
наш мотив был по лицевой стороне. И теперь начнем присоединение. Смотрите, что мы делаем с вами. Я сразу, вот после того, как выполнила соединительную, немножечко вытягиваю рабочую петлю. И здесь у меня вот петля подъема, я ввожу крючок и протягиваю эту петлю, то есть присоединяю. Далее под арочку ввожу крючок, ну, то есть точно так же, как мы с вами ранее делали. Выполняю 3 воздушные петли подъема и ввожу крючок здесь опять же в 3-ю петлю подъема. Ну, она вот внизу, да, в самом получается, вот таким образом. И опять же беру мою петлю, протягиваю и продолжаю работу. Я буду выполнять столбики с накидом. Все точно так же, как выполняли ранее. 1, 2, 3, 4. Далее здесь 4 столбика. 1, 2, 3, 4 и так далее. Помним, да, мы выполняем над 10 арочками. То есть все точно так же, как выполняли здесь. Видите, вот мы присоединились. Аккуратненько и красиво у нас получилось. И мы продолжаем выполнять по 4 столбика над 10 арочками. Далее мы продолжим вместе. Мы с вами выполнили над 10 арочками наши столбики. Здесь ничего сложного, да, все точно так же. Вот видите наше присоединение. И мы выполняем следующий ряд точно так же, как выполняли и ранее в нашем сегменте. Что мы делаем? Мы работу разворачиваем. Перед этим я выполняю 3 петли подъема, 2 накида на крючок и ввожу крючок в самую первую вершинку. Давайте вот таким образом я начну выполнение. Далее второй столбик. Мы все с вами это провязывали, я просто повторяю. Общая вершинка. Далее у нас с вами арочка. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида. 1, 2, 3, в 4-ю ввожу крючок и опять же то же самое, да, первый столбик, второй и 3. И общая вершинка, арочка и так далее. Завершу выполнение ряда я вместе с вами и посмотрим, как присоединить наш ряд. Вы продолжайте самостоятельно. Мы завершаем выполнение нашего ряда. Видите, я выполнила арочку из 5 воздушных, и мы закрепляем. Что мы делаем? Я просто ввожу крючок вот в вершинку столбика, да, куда мы провязывали, и выполняю соединительную. Далее 1, 2, 3 воздушные, ниточку вытягиваем. И смотрите, я работу разворачиваю, ввожу крючок теперь, вот видите, наша соединительная. Можете воздушную, здесь не имеет значения, просто по этой стороне вводите крючок, подтягиваете петлю и начинаете выполнение наших столбиков. Я начну выполнение. 1, 2, 3, 4, 5 и пико. Повторим. И пико. Далее опять 5 столбиков под арочку. 1, 2. Я останавливаюсь. Вот наше соединение. Все аккуратно, красиво. Видите, я вот положу
хорошо видно. Так вы будете выполнять опять же последний ряд без изменений. Пико мы здесь не делаем. То есть мы пико делаем только в нашем первом сегменте. И в последний сегмент, который у вас будет, вы в крайнем ряду, в крайнем сегменте, делаете пико из 3 воздушных, чтобы аккуратненько и красиво смотрелось. Вот таким образом. Завершаете ряд, и я завершу вместе с вами. Мы завершили выполнение нашего ряда. Ниточку можно обрезать. И вот смотрите, такая красота у нас с вами получается. Скажу сразу, что на этом этапе работы можно остановиться. У вас получается красивый мотив или салфетка. А мы с вами рассмотрим дальше присоединение следующего мотива. Поскольку мотивы идут у нас таким образом, да, скажем, не один за одним, а именно один напротив другого, то само присоединение немножко разное. И мы рассмотрим присоединение следующего мотива. Также мы выполняем серединку, 3 ряда круговые одинаково, а само присоединение рассмотрим вместе. Напоминаю, мы с вами выполнили соединение 2 сегментов или мотивов. И я покажу, как присоединить последующие. Поскольку у нас вот они идут вот в таком, да, как бы друг напротив друга присоединяются, что мы должны с вами запомнить? Что один мотив присоединяется к предыдущему в начале ряда поворотного, а следующий присоединяется именно когда мы заканчиваем ряд. Это очень важно. Тогда они у нас с вами вот и будут располагаться именно таким образом. И лента будет вот так чудесно и красиво выглядеть. Я выполнила уже 3-й наш мотив или сегмент. Видите, полностью все ряды. И уже выполнила даже наш поворотный ряд. И покажу, как выполнить присоединение. Напоминаю, еще раз выполнили мы с вами все столбики над 10 арочками. И смотрите, над последней арочкой я выполнила 3 столбика. 4-м столбиком я буду присоединяться. Накид на крючок. И смотрите, я ввожу крючок под арку. И при этом беру мой сегмент поудобнее. И ввожу крючок вот таким образом, вершинку столбика. Вот прямо захватываю 2 нити, как будто мы пико с вами делаем. Покажу поближе. Видите, да? И просто беру и провязываю. Хорошо подтягиваю столбик с накидом. Видите, да, у меня вот прикрепилась. Далее я вытягиваю, ввожу крючок в нижнюю часть столбика. Таким образом. Здесь можно и вот так сделать, то есть прямо сверху выводите крючок. Давайте я прям введу, захвачу за 2 нити. Захватываю дальше нить и протягиваю, ну, точнее петлю, да. Далее все, мы выполнили с вами наше соединение. И далее для того, чтобы начать уже выполнение следующего ряда, что я делаю? Я беру и просто соединительными аккуратненько прохожу 1, 2, 3, 4. Видите, вот у нас прямо воздушные, они прямо аккуратно получается. 4. И ввожу крючок, опять же, вот таким образом, вершинку. И могу приступить к выполнению наших арочек. Арочка у меня 1, 2, 3, 4, 5. Я работу разворачиваю. И теперь
очень внимательно. Я пропускаю, смотрите, вот у меня 1, 2, 3. И в 4-ю, то есть я буду вводить крючок. Здесь вот, если вы присмотритесь, есть еще одна вершинка. Но здесь очень важно, вы вводите крючок именно в первый столбик, который у вас будет под следующей арочкой. То есть точно так же, как мы выполняли ранее. Вот таким образом. И выполняем. Первый столбик, второй и третий. И общая вершинка. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Напоминаю, что вы выполняете все точно так же до конца ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами находимся на изнаночной стороне нашей работы, и я завершила выполнение ряда. Смотрите, подчеркиваю, что последний пучок из столбиков мы выполнили в воздушную петлю подъема, очень внимательно, и приступаем к выполнению следующего ряда. Для этого я работу разворачиваю, ввожу крючок под арку, соединительная подтягиваю, 3 петли подъема и под арочку выполняю 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Далее пико. Мы с вами все это выполняли, я просто повторяюсь. И под арку опять же столбики с накидом. Так вы выполняете до конца ряда. Завершу выполнение ряда, и присоединение я выполню вместе с вами. Мы с вами выполнили наш последний ряд, и я завершаю его выполнение, при этом присоединяюсь. Смотрите, после того, как я выполнила 5 столбиков, то есть мы здесь связали все с вами, я вытягиваю петлю, ввожу крючок в предыдущий мотив, видите, вот вершинку столбика, точнее столбиков, да, подтягиваю рабочую петлю и я уже ниточку обрезала. Далее что мы с вами делаем? Я провязываю, нить обрезаю и хорошо подтягиваю. Все, нам остается по изнаночной стороне убрать нашу нить. И вот наше соединение готово. Видите, красиво, аккуратно. Я уберу ниточку, и мы с вами смотрим, что у нас получилось. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать потрясающую ленту из отдельных сегментов, узнали, как присоединить каждый сегмент. Скажу сразу, что нужен определенный опыт выполнения этой ленты, но если вы будете шаг за шагом повторять, в принципе, если у вас есть хороший базовый уровень, вы обязательно справитесь. Очень нежно получается, красиво. Можно использовать несколько цветов, можно оттенки использовать. И я хочу показать, вот смотрите, я выполнила еще один такой сегмент, показать именно соединение. В каком плане соединения? Соединять можно несколькими способами. Самый простой — это вы выкладываете на выкройки и сшиваете. Я просто хочу показать варианты соединения. То есть вы можете соединить ленту вот таким образом, да, можно вот как бы в шахматном порядке соединить, очень красиво будет смотреться, нежно, аккуратно. То есть все зависит от того, чего вы хотите добиться. Обязательно, вот когда вы свяжете несколько сегментов, поэкспериментируйте. Можно выполнить просто ленту и нерегулярной сеточкой соединить по выкройке. То есть все зависит опять же от вашего желания. Напоминаю, что в начале и в конце ленты, если вы вот здесь, я еще планирую сделать несколько сегментов, видите, пико не выполняла. Если вы уже завершаете, обязательно выполняйте пико, будет аккуратнее и красивее смотреться. До новых встреч, творческих вам успехов. Огромное спасибо, что смотрите меня. И, конечно же, огромное спасибо, что вяжете вместе со мной.
Вот так нежно, красиво. Обязательно пишите в комментариях, где вы планируете использовать. И, кстати, можно использовать буквально вот связали два сегмента, соединили, и можно использовать в ирландском кружеве или просто для декора. До новых встреч еще раз, творческих вам успехов, и пишите в комментариях, что у вас получилось.